Лун – хищная птица с удивительным даром охотника. Его серовато-белое оперение и бесшумный полет позволяют ему скользить на небольшой высоте и атаковать жертву, прежде чем та заметит опасность. Но в советской военной технике появился свой Лун, названный по возможности движения на сверхнизких высотах. Экраноплан проекта 903 – амбициозное творение, возникшее в конце 1980-х как мощное оружие для Каспийской флотилии. Экраноплан Лун – это по сути гибрид самолета и корабля, который может двигаться за счет экранного эффекта, возникающего из-за подъемной силы крыла при полете на сверхмалых высотах, всего несколько метров над поверхностью. Сам по себе экранный эффект был открыт еще в 1920-х годах, но количество проектов воздушных судов, которые базировались на использовании такого эффекта, за все время развития авиации можно пересчитать на пальцах. Вот как раз проект 903 Лун, который еще и был изготовлен только в одном экземпляре, именно к такой категории относится. Он был создан на основе самолета, но летал лишь на высоте от 1 до 5 метров над водой. В советское время этот экраноплан проектировался как ракетоноситель, который должен был нести 6 сверхзвуковых противокорабельных ракет 3М-80 «Москит» с дальностью пуска до 250 километров. Для самообороны там предусматривались 2 четырехствольные 23-мм артиллерийские установки УКУ-9К5. Длина корпуса Луня составляет 73 метра, размах крыльев 44 метра, максимальная взлетная масса 380 тонн, мореходность до 5-6 баллов, силовая установка представлена 8 двигателями газотурбинного типа с тягой каждого по 13 тонн, практическая дальность без дозаправки 2000 километров. Полная автономность функционирования военного самолета до 5 суток, при этом экипаж составляет 10 человек, включая офицеров и мичманов. Если сравнить Лун с любым современным боевым кораблем больших размеров, можно утверждать, что скорость экраноплана будет в разы выше, а она составляет 500 км в час. Исходя из его технических и эксплуатационных характеристик, можно выделить следующие плюсы: уникальную скорость передвижения, высокие показатели грузоподъемности и экономичности, малозаметность для радаров, возможность эксплуатации над любыми поверхностями, включая замерзшую воду и снежные покровы. Еще одно преимущество заключается в безопасности. Если во время полета произойдет непредвиденная неисправность, судно всегда может сесть на воду. По начальной концепции советских времен предполагалось построить минимум 8 экранопланов Лун, которые должны были войти в состав Каспийской флотилии, но в развал СССР успели построить один экземпляр, спущенный на воду в 1986 году, в 1990 году перешедший в режим опытной эксплуатации, однако уже в 2001 году числился списанным. Военное руководство Российской Федерации интереса к экраноплану как классу военно-морского вооружения не проявило, тем более что РФ оказалась неспособной по ресурсам вытягивать подобного рода проекты. Поэтому судьба Луне оказалась в чем-то закономерной, экраноплан списали и забросили на длительное время. Спустя 2 десятилетия, в 2020 году, советский экраноплан оказался в музее под открытым небом в Дербенте, хотя в реальности музей «Патриот» так и остается долгостроем. Так Лун последний, как настоящий хищник, нашел свое пристанище на побережье, где с каждым годом бесследно уходит в историю, забытый и заброшенный, оставленный догнивать, как символические амбиции Советского Союза, которые так не стали реальностью. На этом все. Благодарим за просмотр. Не забудьте поставить лайк, а в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы всегда рады новым подписчикам, и вместе с вами наш канал станет еще лучше.